Беларусь продает в Россию санкционные элитные авто. Куда делся Навальный? Его не могут найти даже адвокаты. А также, где самая горячая точка фронта? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Министры иностранных дел ЕС собираются на саммит, чтобы в том числе рассмотреть вопрос о принятии Украины и Молдовы в свои ряды и о российских санкциях. Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о тех разрушительных последствиях, которые произойдут, если Совет не примет это решение. В армии обороны Израиля объяснили, зачем раздевают боевиков Хамас во время взятия в плен. Мы раздеваем их, потому что мы беспокоимся о поясах со взрывчаткой. Военные планы Российской Федерации не ограничиваются зимой и новыми шахедами. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Для нас это очень важно, а вам это совсем не сложно. Поехали. Вооруженные силы Украины провели успешные локальные контратаки возле Авдеевки в Донецкой области и, вероятно, лишили россиян полного контроля над селом Степное. Об этом пишут в отчете британского Минобороны. Там подчеркивают, что Авдеевка остается самой горячей точкой на фронте. Российские наступательные действия продолжают характеризоваться преимущественно атаками пехоты, часто с участием штрафных подразделений «Шторм-З». Правда, к примеру, российская пропагандистка Маргарита Симонян пишет, что в Марьинке россияне поставили свой флаг, приводит видео и хвастается таким успехом. Мы с вами говорили на прошлой неделе, что россияне, скорее всего, получили контроль над большей частью руин Марьинки. Но с наступлением холодов количество российских атак на фронте, если и уменьшилось, то незначительно. Но представители ВСУ говорят, что стало немного легче даже, чем на минувшей неделе. Началась неделя высоких ставок для Евросоюза и для Украины. Министры иностранных дел стран ЕС собираются, чтобы обсудить много насущных вопросов, в том числе и развитие отношений с Украиной и Молдовой, рекомендовать или нет начинать переговоры о вступлении в блок. Я приехал сюда с четким посланием о готовности Украины выполнить домашнее задание, открыть переговоры о вступлении и продвигаться к членству в ЕС. В ответ, в духе партнерства, взаимных интересов и взаимности, мы также ожидаем, что Европейский Союз примет решение, которое оценит усилия Украины и предоставит нашей стране возможность открыть переговоры о вступлении. Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о тех разрушительных последствиях, которые произойдут, если Совет не примет это решение. Не только в отношении Украины, но и в более широком смысле по вопросу расширения в целом. Как я уже говорил, мы сделали свою домашнюю работу. Мы ожидаем, что Европейский Союз сделает свою домашнюю работу. И мы будем разговаривать со странами-членами до Совета. Кроме прочего, министры должны будут обговорить обязательства ЕС в области безопасности перед Украиной и санкции против Российской Федерации. Дмитрий Кулеба говорит о том, что ставки высоки не только для Украины, но и для Европейского Союза. Навальный уже не числится в колонии, в которую его перевели, пишет в Твиттер его пресс-секретарь. Где он, пока никто не знает, даже адвокат. В ВК-7 Владимирской области, колонии особого режима, Алексея тоже нет. Об этом только что сказали адвокату. В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно. Алексея Навального должны были этапировать в колонию особого режима после решения суда в августе о 19 годах заключения, и именно в таком формате. Но почему-то долгое время его не переводили. Вероятно, решились именно сейчас. Все вы, скорее всего, видели фотографии пленных боевиков Хамас, которых стройными раздетыми рядами куда-то вели. На самом деле, 9 октября в плен сдалось рекордное количество боевиков, как заявляют в Цахал.
Также там говорят, что, скорее всего, верхушка Хамас сильно оторвана от того, что происходит на земле. Они просто не знают. А Красный Крест тем временем выразил возмущение фотографиями и видео с голыми хамасовцами. Говорят, что обеспокоены этими снимками и что со всеми задержанными необходимо обращаться гуманно и с достоинством в соответствии с международным гуманитарным правом. В Цахал отвечают, что сама процедура стандартная. Когда мы убиваем террористов и боремся с ними, происходит сдача в плен. Те, кто выходит, многие люди выходят. Некоторые из них вооружены и разоружаются. Но есть много людей, которые выходят наружу, которые были в этой зоне. Когда мы замечаем такую группу, мы раздеваем их, потому что мы беспокоимся о поясах со взрывчаткой. Это то, что мы делаем уже много лет во время боев. Потому что у нас были случаи, когда люди подрывали себя. Так что это часть процесса. Также проводятся расследования, и мы ищем членов Хамас. А когда расследования заканчиваются, они снова надевают свою одежду. Некоторые расследования происходят на месте, и некоторые люди, которые, как выясняется, не являются членами террористических организаций, а просто гражданами, находившимися в этом районе, отпускаются на юг, где сейчас находятся другие жители Газы. Фотографии, которые были распространены, не были сделаны пресс-службой Цахал. Мы делаем снимки во время боя и сами решаем, что публиковать. Тем временем армия обороны Израиля сообщает о нанесении ударов по объектам Хизбаллы в Южном Ливане в ответ на обстрел с их стороны. Беларусь в обход санкций поставляет в Россию элитные авто. Об этом идется в совместном расследовании Бюро верстки и Киберпартизан. По данным таможенной службы, около 1000 авто на сумму более 100 миллионов евро перегоняются через пункты пропуска в Беларусь. Санкции запрещают ввозить в Россию авто дороже 50 тысяч евро, а в Беларусь можно. Белорусские компании быстро наладили параллельный импорт. Так журналисты установили собственников таких компаний. Говорят, вот, к примеру, один из них начинал карьеру в белорусском МИДе, а после работал на бизнесмена Юрия Чижа, которого называли кошельком Лукашенко. Германия увеличит помощь Украине в следующем году. Об этом профильный министр заявил перед встречей лидеров дипломатических ведомств Евросоюза. Федеративная республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 миллиардов до 8 миллиардов. Также она добавила, что позиция Германии по вступлению Украины в ЕС четкая и неизменная. Нужно начинать переговоры. Вместе с тем, Швеция выделила самый большой пакет помощи в размере 1,4 миллиарда крон. Это около 134 миллионов долларов. Говорит об этом шведский премьер-министр. Ульф Кристерсон подчеркивает, что на сегодня это самый большой пакет помощи Украине. Заседание парламента в Польше транслировали в кинотеатре. Зрителей пришло на удивление много. Наконец-то есть что посмотреть. Наконец-то есть открытый Сейм, мудрый Сейм и культурный Сейм. По крайней мере, есть условия, чтобы сделать его таким. Я начал интересоваться тем, что происходит в Сейме. Такой ажиотаж можно объяснить представлением премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого нового кабинета министров и голосования за вотум доверия этому кабинету министров, которое, к слову, провалилось. На мой взгляд, это была глупая шутка. Смотреть смену власти в кинотеатре 11 декабря в приличных условиях, на большом экране, с хорошим звуком. Это подхватил кинотеатр «Варшава», за что я ему очень благодарен. И вот мы оказались здесь, когда несколько сотен человек сидят в кинозале в Варшаве. Но зрители встречали каждое действие и каждую речь, каждое слово более чем эмоционально.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал. Это очень важно, ведь так нас становится больше, значит, каждое видео сможет увидеть большее количество людей. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей.